Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о ненормативной лексике на примере фильма Lying and Stealing. По-русски название звучит как «Искусство обмана». Итак, первое слово и его значение. Завязывать. Завязывать – это значит заканчивать. Например, ты ешь слишком много шоколада. Завязывай. Я должен еще 2 заказа. 2 заказа и все, я завязываю. Я завязываю. Это значит я заканчиваю. Дерьмово. Это значит плохо. Например, у тебя круги под глазами и лицо осунулось. В общем, выглядишь ты дерьмово. Выглядишь дерьмово. Не, я в порядке, просто не спал. Выглядеть дерьмово, выглядеть плохо. Херово. Синоним к слову дерьмово. Например, мы чуть в аварию не попали. Он водит машину. Херово. Ты же херово играешь. Ты играешь плохо. Дерьмо какое. Все очень плохо. Кошмар. Ужас. Дерьмо какое. Малому просто пиздец. Малой. Так часто обращаются к тем, кто младше. Но зачастую это слово с пренебрежительным значением. Малому просто пиздец. Конец, ему хана, кранты. Дурдом. Неразбериха, хаос, бедлам, кавардак. Бедлам, кавардак, как мне кажется, немного устаревшее. Например, у тебя в квартире не убрано, вещи на полу валяются, посуда не помыта. Дурдом какой-то. На прошлой неделе был полный дурдом. Запасть на кого-то. Это значит, что человек вам очень сильно понравился. Или, например, такое выражение. Он на меня запал. Это значит, я ему очень сильно понравилась. Например, Игорь так на тебя смотрел, просто глазами пожирал. Говорю тебе, он на тебя запал. Он вроде бы запал на меня. Он вроде бы запал на меня. Это значит, я ему понравилась. Отшить. Это значит отказать. Чаще всего мы употребляем это слово, когда говорим о противоположном поле. Например, Виталик ко мне клеился, но я его отшила. Клеился, подкатывал, приставал ко мне, заигрывал со мной. Отшила, я его прогнала. Он шантажирует тебя, потому что ты его отшила? Штука – это 1000. Например, эта картина стоит 1 штуку зелени. Зелень – это доллары. Сколько ты просил? Вроде 30 штук. Выражение «вагон бабла». Вагон – много, бабло – деньги. Это значит много денег, вагон бабла. Например, он недавно выиграл в лотерею вагон бабла. Он заработал вагоны бабла на тканях. Целая куча. Много. Например, сколько можно покупать украшения? У тебя их уже целая куча. Потому что у него там уже целая куча этого дорогого дерьма. Целая куча дорогого дерьма. Много дорогих вещей. В курсе. Или быть в курсе. Это значит быть осведомленным. Знать о чем-либо. Иметь информацию. Например, у нас завтра экзамен. Я в курсе. Не знаю, в курсе ты или нет. Гитлер считал себя художником. Какого хера? Для выражения удивления. Что случилось? Что произошло? Например, мой сосед звонил мне по телефону в 5 часов утра.
Какого хера? Ему было нужно. То есть, что ему было нужно, но в грубой форме. Что за херня? Что это такое? Я не понимаю, что это. Что происходит? Что за хрень? Что за хрень? Что это? Приветик. Твою мать! Все хорошо, расслабься, расслабься. Приветик. То же самое, что и привет. Твою мать. Можно, конечно, сказать «О, Господи!» или «Тьфу ты!». Это также фразы для выражения испуга. Все хорошо. Расслабься. Расслабься – это значит успокойся. Все хорошо. Приветик. Твою мать! Все хорошо, расслабься, расслабься. Ныть – это значит жаловаться. Например, «Мой муж болван. Дети – неблагодарные свиньи. Не ной». Тогда ты его, блядь, получишь. Только не ной, ладно? Не ной значит не жалуйся. Жить по расписанию. Это значит все контролировать, планировать свой день. Ладно, мне нужно закончить с этим и идти работать. Живешь по расписанию? Да, Назад на каторгу, расшибаться в лепешку, да? именно. Чего ты от меня хочешь, Рэй? Не знаю, чел, не знаю. Назад на каторгу, расшибаться в лепешку. Каторгой часто называют нелюбимую работу или дело, которым тебе не нравится заниматься. Например, «Мне так не нравится моя работа, хожу туда как на каторгу». Я, кстати, вспомнила выражение одного своего начальника «работа пленных». Это его личное выражение, и я не думаю, что вы такое выражение где-либо еще встретите. Но оно мне нравится. Так вот, работа пленных – это когда работать не хочется, но надо. То есть тебя как будто заставляют, как пленного. Но ты, как пленный, выполняешь эту работу как попало, некачественно. Так вот, он называл работу некоторых наших сотрудников работой пленных. Расшибаться в лепешку или разбиться в лепешку. Делать что-то очень усердно, проявлять усердие, выложиться на все 100. Синоним «лезть из кожи вон». Например, «Я расшибусь в лепешку, но денег на поездку заработаю». Не знаю, чел, не знаю. Чел – это производное от слова «человек». Я думаю, его можно заменить словами «друг», «братан». Следующее выражение. Держи ухо востро. Держи ухо востро. Держать ухо востро – быть начеку. Остерегаться чего-либо, не быть доверчивым. Например, Вадим – человек ненадежный. Держи с ним ухо востро. Следующее выражение. Нахуя тебе отцовская пушка? Я ее не возьму. Нахуя тебе... Зачем? Пушка, пистолет. Может, тебе даже понравится, что я ношу пушку. Выложить все или выложить все на чистоту. Все рассказать, сказать всю правду. Например, «Чего ты такой грустный? Что случилось? Выкладывай». То есть рассказывай. Ты сейчас скажешь мне всю правду, выложишь все и живо. Ладно. Живо – это быстро. Что ты здесь рассыпал? Живо убери. Следующее выражение. Давай сразу на чистоту. Давай на чистоту, давай говорить прямо, говорить правду. Уносить ноги. Быстро уходить, когда грозит опасность. Например, в этом районе вечером небезопасно. Я уношу ноги. Цитата из, я так думаю, журнала «Караван историй». За мной очень своеобразно начал ухаживать Коля Еременко.
Как-то погнался с вилкой, пытаясь заколоть. Я еле от него ноги унесла. То есть я чуть убежала. Ладно, я уношу ноги. Стой, стой! Чертовски. Очень. Например, она чертовски красивая. Она очень красивая. Как рагу. Чертовски вкусно. Засечь. Это значит заметить. Например, мой муж следил за мной, но я его засекла. Это значит, что я все равно его заметила. Не думал, что ты засечешь меня с такой маскировкой. Следующее выражение. Твои дружки подняли 75 миллионов баксов на черном рынке искусств. Поднять бабла. Это значит заработать много денег. Например, как поднять бабла в интернете? Как заработать много денег в интернете? Баксы – это доллары. Черный рынок – это теневая экономика. Примеры черных рынков – торговля украденными произведениями искусства, торговля оружием, торговля поддельными документами. То есть это продажа чего-то запрещенного. Твои дружки подняли 75 миллионов баксов на черном рынке искусств. Мне плевать. Мне все равно. Например, собирайся быстрее, опоздаешь в школу. Мне плевать. Это значит, мне все равно. Мне плевать, если ты думаешь, что ты тот еще кремень, но я тебя раскалю. Кремень. Очень твердый камень. Расколоть кого-либо, заставить его говорить правду. Например, его пытали, и он раскололся. Это значит, он все рассказал. Мне плевать, если ты думаешь, что ты тот еще кремень, но я тебя раскалю. Следующее выражение. Съебись. Съебись. То же самое, что и уйди, но в грубой форме. Синоним – свали. Например, ты мне мешаешь, свали отсюда. Но свали не такое грубое, как Съебись. офигенный, очень красивый. Например, у него офигенный дом. У него очень красивый дом. Офигенные туфли. Боже мой, спасибо. Очень красивые. Удариться во что-либо. Человек, ударившийся во что-либо, это человек, который практически стал фанатиком чего-либо, который проявляет слишком большое рвение. Например, часто говорят, он ударился в религию, то есть он стал чересчур верующим. И это произошло резко. Гастон, абстракционист, ударившийся в политику. Следующее выражение. Типа того. Типа того, вроде того. Например, ищу покупателям редкие предметы искусств. Типа того. Так ты спортсмен? Типа того. Типа того – это значит, что человек не совсем спортсмен или он просто стесняется своих достижений. Так ты актриса? Типа того. Например, ищу покупателям редкие предметы искусств. Типа того. Я в деле. Я участвую, я буду принимать участие в каком-то деле, в какой-то работе. Например, мы собираемся ограбить банк. Я в деле. Брось. Да ладно, перестань. Например, в этом проекте ты с нами не участвуешь. Брось, я могу тебе помочь. Встать на ноги. Два значения. Первое – выздороветь. Второе – улучшить свое материальное положение. Например, сейчас он на больничном, но скоро встанет на ноги. Это значит, что он скоро выздоровеет. Или Он живет со мной, пока не встанет на ноги. он живет со мной, пока не улучшит свое материальное положение. Перегнуть. Переусердствовать. Часто говорят, перегнул палку, сделал что-то сверх. Например,
Он перегнул в своих требованиях. Он потребовал слишком многого. Знаешь, возможно, я вчера немного перегнул, но, честно говоря, это не твои проблемы. Осточертеть. Очень сильно надоесть. Например, мне осточертело, что ты приходишь домой поздно вечером. Он прислал за мной машину в Лагуна-Бич, а сам не пришел. Мне так это осточертело. Следующее выражение. Ты меня пугаешь. Это еще цветочки. Это еще цветочки. Полное выражение «это еще цветочки, а ягодки впереди». То есть это еще начало, потом будет гораздо хуже. Например, наш сын опять прогулял уроки, и это еще цветочки. Еще я узнала, что он курит. Заткнись. Или заткни хлебало. Это значит замолчи. Например, Не надо. Заткнись, Рэй. Айван, стой. Заткни хлебало, Рэй. Просто жди. Подожди. Охеренно. замечательно, отлично, синоним офигенно, но не такой грубый, как Охеренно. Как я вам? Просто охеренно. Мне понравилось. Молодец. Спасибо. быть в расчете, не иметь претензий. Например, я забрала ее из аэропорта, а она пригласила меня на ужин. Мы в расчете. Мы в расчете, в расчете. Она заплатила, все. Ты как? Все кончено. Норм? Я завтра обо всем позабочусь. Норм. Производная от слова «нормально». Норм? Все нормально? Все хорошо? Иногда еще говорят «нормуль». Проклятье. Не то слово. Ты в порядке? Проклятие. Возглас для выражения возмущения кем-либо, чем-либо. Выражение сильной досады, негодования. Синоним «вот черт». Ты в порядке? Это значит «все хорошо»? Ты в порядке? Стрёмный парень. Стрёмный парень. Ненадежный, опасный, странный, чудаковатый. Например, не встречайся с ним, он стрёмный. А теперь примеры, как можно обзывать людей, которые вам не нравятся. Ладно, ты просто козел. Козел. Самец. Мужской пол. Так что обзывать так можно только лиц мужского пола. Урод. Урод. Так можно обзывать мужчин. Уродина – женщин. Ты Спокойно. змея подколодная. Змея подколодная, коварная, подлая обманщица. Кусок дерьма. Все хорошо? Что случилось? Но Что с продюсером? продинамил. Такой урод. Кусок дерьма. Так можно обзывать всех. Продинамил, обманул, подвел, не выполнил обещанного. Например, я ждал ее в ресторане, а она меня продинамила. Это значит, что она не пришла. Как еще можно обзывать людей? Внимание! Ненормативная лексика. Ты ёбаный неудачник, как и твой отец. Сукин сын, блядская семейка. И напоследок. Томас, откроешь бутылку? Да, конечно. Только перелей, оно старое. Срать я на вас хотел, сэр. Что ты сказал? С радостью открою, сэр. Срать я на вас хотел, сэр. Мне на вас наплевать. Ты меня достал. Друзья, надеюсь, это видео не было для вас слишком грубым. И все-таки я надеюсь, что оно было для вас полезным. Спасибо за внимание. Пока.